Приветствуем наших подписчиков и гостей нашего канала. Друзья, мы вас всех приветствуем в и достатке. Сегодня с вами поделимся одной уникальной практикой, с помощью которой вы можете все зло, зависть, посылы, которые отправляют ваши враги недоброжелатели, вернуть им обратно. Очень простая, но в то же время уникальная практика, которая, друзья, вам во всем этом поможет. А прямо сейчас, друзья, ставьте лайк этому видео, а в комментарии напишите «Божественная защита», и Вселенная поможет вам быстрее в тех моментах, которые для вас принципиально важны и нужны. Также, друзья, хотим поблагодарить всех за донаты, которые нам отправляют. Друзья, нам реально очень приятно. Вы знаете, у каждого из нас в жизни есть люди, которых мы очень сильно любим и которые также любят нас. Не за то, что им от нас что-то нужно, а только из-за того, что мы есть в их жизни. Связь с такими людьми безумно крепкая, и она с каждым днем только усиливается, а через годы такие люди становятся друг для друга энергетической подзарядкой. Так можно, например, объяснить, что когда-то что-то не ладится, мы стараемся побыстрее к ним прийти, прижаться, рассказать все, что творится в душе, а в моменты радости это все не является исключением. Мы также спешим к таким родным своим людям, чтобы поделиться с ними не только приятными для нас новостями, событиями, но и положительными светлыми энергиями, которые в такой момент излучаем. Они делают то же самое и в отношении нас. Таких людей немного у каждого из нас, так как искренность, чистосердечность не под силу каждому человеку, а те, кому она под силу, встречаются в нашей жизни не так часто, как нам бы этого хотелось. Но, к сожалению, есть и люди, которые имеют черную душу, которые ни перед чем не остановятся для того, чтобы кому-то навредить, что-то отобрать. Такие люди излучают негатив, зависть, зло, они притягивают негативные энергии как к себе, так и к тем, возле кого они находятся, но считают, что вредят людям, но не себе, и в этом сильно ошибаются, так как их же собственный негатив и разрушает их самих изнутри. Было бы все предельно ясно и просто, если бы таких людей получалось с легкостью отличить от людей с чистым сердцем и, соответственно, обходить их стороной, не имея с ними абсолютно никаких общих дел, не впуская их в свой дом, да и в жизнь в целом. Но вы знаете, такие люди умеют с легкостью притворяться, выдавать себя не за тех, кем они являются, и тем самым не показывать, что же на самом деле у них в душе, а оказывать свое неблагоприятное влияние втихаря и со стороны. Эти люди любят использовать темные силы, негативные энергии в своих целях. Для них не важно то, что есть у них. Для них важно, чтобы у того, кто стал на их пути, или же у того, кому они завидуют, не было ничего, чтобы данный человек все это потерял, чтобы его жизнь день изо дня разрушалась. Когда они будут на это смотреть, будут ощущать приятный эмоциональный прилив, радость. Им будет казаться, что их жизнь прекрасна, и чем хуже дела будут обстоять у того, кому они вредят, тем лучше все будут обстоять у них. Но если задуматься, то о таких людях можно сказать, что они не только циничны, но они и опасны, так как никогда не знаешь, что им не понравится в следующем человеке, который встретится в их жизни, или же чему они позавидуют, чтобы отобрать это у данного человека. Они считают, что все самое лучшее должно быть в их жизни, и не потому, что они для этого стараются, прикладывают немало усилий, а из-за того, что они есть и что они лучше всех. Но со Вселенной это так не работает. И тот, кто ни к чему не стремится, не старается правильными путями притянуть в свою жизнь то, что он хотел бы в ней видеть, не относится к людям с чистой душой, а использует их в своих интересах, радуясь, что у людей в их окружении все плохо. Никогда не получать в свою жизнь что-то хорошее, разнообразное, перспективное. Счастье, удача, благополучие, любовь, финансовая стабильность, изобилие будут обходить стороной, а то, что было, также покинет их жизнь. И здесь вопрос только во времени. Такие люди всегда любят знать подробности, что происходит в жизни того, на кого они оказывают влияние, поэтому их в такой момент можно с легкостью распознать.
Если вы посмотрите в глаза человеку, когда у вас что-то очень сильно будет не ладиться, то вы увидите в них радость. Если же посмотрите в эти глаза, когда вы будете делиться счастьем, которое наполняет ваше сердце, то увидите в них грусть и даже неприязнь. Данный человек будет стараться не проявить эти эмоции, но глаза скажут за него, так как это зеркало души, и утаить то, что они отображают, невозможно, так как контроль за эмоциями не подвластен никому. Также в такой момент данный человек может проговаривать, что вам просто повезло, что он думал, что у вас ничего не получится, и то, что вы любимчик судьбы. От этого и все ваши заслуги. Может быть и противоположная реакция, когда он первым будет пытаться преподнести информацию об ваших успехах другим людям. Но делать это по-своему, изменяя смысл и преуменьшая то, что есть на самом деле. А если у него спросить, что он делает и зачем так говорит, он будет все отрицать и скажет, что на самом деле вы его просто не поняли, а он пытался вас наоборот похвалить и показать в лучшем свете, чем есть на самом деле. Такие люди лживые и не упустят ни одного подходящего момента для того, чтобы соврать о вас, сделать это целенаправленно, особенно в окружении тех людей, которые вас любят и восхищаются. Они понимают, что полностью изменить их отношение к вам у него не получится, но ему важно долю сомнения поселить в их голове, так как ему это очень нужно, чтобы о вас начали плохо думать. Ведь такие мысли, независимо от того, как данный человек относится к вам, будут отправлять вам ненужные посылы, которые принесут вред. Если в вашей жизни что-то произошло, начало идти не так, как вам того бы хотелось, возможно, произошла какая-то беда, а данный человек не из числа ваших самых близких людей, он будет всячески стараться оказаться к вам ближе. Его присутствие можно будет даже назвать настойчивым. Вы можете даже подумать о том, что данный человек очень ценит вас, и открыть ему душу. Но делает это он все только по одной причине, чтобы знать, где ваши слабые стороны, и использовать их в своих интересах. Если же такой человек в числе тех людей, кого вы считаете близкими, он будет стараться звонить чаще обычного. И не потому, чтобы оказывать поддержку, а для того, чтобы знать, что он ничего не упустил и действует правильно, что у вас все не ладится, а значит, стоит продолжать. Бывает и такое, что такие нечистосердечные люди, когда им пытаешься открыть душу, не желают ничего слушать, так как им это не нужно. Поэтому во время вашего разговора всегда будут перебивать и начинать рассказывать вам о своей жизни, изливая на вас свои проблемы, и в таком случае они будут делать это искренне, так как всем сердцем будут желать, чтобы это все перешло вам. А так как у вас слабое биополе, возможно, поврежденное, то вы это все с легкостью заберете в свою жизнь, что приумножит все то плохое, что у вас сейчас происходит. Теперь вы знаете, как распознать нечистосердечного человека. Но еще сегодня мы с вами поговорим о том, что как вы должны реагировать на тех людей, которые стараются причинить вам вред. Вам обязательно на все нужно реагировать спокойно, не нервничать, не спылить. Ведь если вы не будете так делать, то это будет показывать данным людям, что не могут на вас реагировать, что вы пропускаете их негатив, который будет вас разрушать. В тот момент, когда вы нервничаете, у вас сгорает нервная система, а каждый из вас уже знает, что нервная система не восстанавливается. Она быстро дает о себе знать на физическом уровне, из-за чего человек начинает болеть, страдать депрессиями, апатиями, паническими атаками и так далее, и так далее. И все это ухудшает только уровень жизни данного человека. Поэтому делать это ни в коем случае нельзя. К тому же в тот момент, когда вы реагируете агрессивно, вспыльчиво, ваш организм получает толчок к саморазрушению, становится слабым, не имеет возможности противостоять и тому, что будет встречаться на вашем жизненном пути. Например, проблемам, каким-то непредвиденным ситуациям. Вы не сможете, когда нужно, проявлять мудрость. Вам нужно научиться противостоять первым вызываемым эмоциям, чтобы дальше контролировать все основные, а вместе с ними и жизнь. Люди, которые обладают терпением, мудростью, умеют, когда нужно промолчать, знают, когда противостоять раздражению, контролируют все свои эмоции и получают в результате гораздо больше, чем те, кому все это чуждо.
Вам нужно придерживаться важного правила, что недоброжелательность специально приводит вас в состояние беспокойства, чтобы вы утратили контроль над всем, и они получат удовольствие, видя то, что вы не можете им противостоять, что не можете собраться и идти дальше своим изначально выбранным путем, что вы будете грустны и расстроены. Поэтому вы не должны ни в коем образом показывать им, что у вас из-за их воздействия что-то в жизни изменилось, что-то разрушилось, что вы расстроились. Закрыв за собой дверь, вернувшись домой, вы можете плакать, злиться. Этот всплеск эмоций имеет право быть, но не должен затягиваться надолго. Также это произойдет в доме. Не забудьте сразу же провести энергетическую чистку, окурив дом сильными энергетическими травами, которые вам в этом помогут, и принять холодный душ, для того, чтобы смыть тот негатив, который вы излучали, и который, если переплетется уже с вашим биополем, вы будете сильно ощущать. Но при этом всем ни в коем случае не давайте злости и другим эмоциям вырываться на волю на людях. Покажите, что в любых условиях, независимо от того, что вы ощущаете, вы можете контролировать свои эмоции, что вы сильны, мудры, энергетически, физически стабильны. И такое простое действие сделать так, что они утратят к вам интерес, так как увидят, что не могут на вас абсолютно никак влиять. Еще нужно быть уверенным в своих силах и знать, что вы сможете противостоять всему тому, что происходит у вас, что вы сильный человек, что знаете, что вам нужно, что не свернете с выбранного пути ни при каких обстоятельствах, что имеете сильное биополе и с его помощью отобьете любой негатив. Важно ваше положительное мышление, так как от него зависит вся наша жизнь. В голове должны быть только светлые положительные мысли. Всем остальным категориям в ней не место. Отпускайте их, не тяните за собой, они будут вам только мешать, сбивать вас, перекрывать нужные каналы для благополучной и перспективной жизни, а вам это точно не нужно. Помните о том, что мысли материальны. Поэтому делайте так, чтобы Вселенная всегда от вас то и дело слышала что-то хорошее, положительное, чтобы вы все это смогли получать в свою жизнь, испытывая при этом эмоции радости, счастья, удовольствия и удовлетворения. Вам нужно понять понять, что уже было, никак изменить нельзя. Этого можно больше не допустить, сделать выводы и в следующий раз такое обойти стороной. Но как-то повлиять на прошлое невозможно. Поэтому его нужно отпустить, пока оно не разрушило вашу жизнь, не отобрало мечты и планы тем, что постоянно будет возвращать вас в то место, которое вас тревожит. Прошлое, на то оно и прошлое, что должно оставаться в нем. Ваши мысли всегда должны быть в полном порядке, поэтому не ленитесь тратить на них свое время. Приведите их в порядок, и вы увидите, сколько всего прекрасного к вам придет, из того, что ранее вы к себе сами, того не понимая, не подпускали. Не стоит брать за собой чувство обиды, так как кроме вас самих они никому не принесут радости. Если вы не желаете с кем-то общаться, не общайтесь, но не злитесь, не обижайтесь. Эти эмоции вообще не должны присутствовать в вашей жизни, потому что они будут причинять сплошной вред. Если вы чувствуете, что кто-то обидел вас, сказал какую-то нелепость или гадость, от этого нужно срочно избавиться и не позволять данному негативу собой завладеть. Вы должны быть выше этого всего, ценить себя и знать себе цену. В крайнем случае вам нужно воспринимать эти поступки так, что ни один добрый человек, который живет в любви, точно не повел бы себя так, а только озлобленные, недолюбленные и обиженные на весь мир люди стараются вести себя таким образом, так как на больше у них не хватает ни сил, ни соображения, а вы не такой, значит вам с ними не по пути, и тянуть это точно не стоит. Чтобы от этого избавиться, можно применять одну очень простую практику. Когда соберетесь выбрасывать мусор, перед тем, как это делать, возьмите жменю соли, крупными кристаллами, посмотрите на нее внимательно и в этот момент думайте о всех обидах, которые накопились, о всех тех людях, которые причиняют вам зло, о всех тех, кто обижает вас целенаправленно. Хамит, сплетничает. После того, как вы это сделаете, высыпьте данную соль в мусор, представляя, что у него все это и выбрасываете, что избавляетесь от негативного мусора, который вам не нужен. Когда закончите, завяжите крепко пакет,
Делайте это тщательно, думая о том, что вы не желаете, чтобы что-то из этого когда-то вырвалось и причинило хотя бы какой-то малейший вред. Когда будете нести данный мусор контейнеру, при этом проговаривайте такие слова: «Больше ничего меня не потревожит, весь мусор из своей жизни убираю, помыслы, негативные эмоции, энергии и события к тому, кто их отправлял и заслужил, возвращаю». Когда подойдете к мусорному контейнеру, трижды покрутите пакетом против часовой стрелки и проговорите такие слова: «Зло прочь из моей жизни улетай, Вселенная, меня защищай, пусть те, кто зло в сердце своем несут, его примут и заберут». После проткните вилкой и сразу же выбросите мусорный пакет. Уходите оттуда и ни в коем случае не оборачивайтесь. Так, как только вы это сделаете, вы сразу ощутите прилив сил, спокойствия, ощущение того, что впереди вас ждет только все самое приятное и наилучшее, что больше вы ничего плохого возле себя не ощущаете, что вы энергетически чисты и Вселенная будет вас оберегать. Вернувшись домой, обязательно искупайтесь, вымойте волосы, чтобы обрести силы и притянуть положительные энергии, которые будут вас окружать на дальнейшем вашем жизненном пути. После чего выпейте травяной чай. Можно с ромашкой, с липой, можно с мятой. И это поможет укрепить биополе и расширить жизненно важные энергетические каналы. Очень скоро после проделанного вы увидите, что из вашей жизни пропадут те люди, которые пытались оказывать на нее неприятное влияние. Им впредь будет не до вас. Теперь они будут заняты своими негативными мыслями, эмоциями и событиями. Верьте всегда в себя, в свои силы и с легкостью избавляйтесь от того и от тех, кто вам мешает. Ваша жизнь – это ваши правила, и не позволяйте на нее кому-либо влиять, что-либо вам указывать и сбивать с правильного пути. Друзья, прямо сейчас ставьте лайк этому видео, в комментарии напишите слово «изобилие», пусть Вселенная это поможет вам приумножить. Друзья, ну а прямо сейчас на экране вы видите два всплывающих окна. Это следующие рекомендованные видео для вас. Нажимайте на то видео, которое вам на интуитивном уровне понравилось больше, и смотрите. Друзья, всех вам мыслимых и немыслимых благ. Услышимся с вами уже буквально в следующем видео.